Триллер с потрясающим черным юмором, хоррор про опасность искусственного интеллекта, супергероика и не только в сегодняшнем выпуске. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 4 отличных новых фильма, которые уже вышли в хорошем качестве. Располагайтесь поудобнее, согревайтесь вкусным чаем и приятного просмотра. «Меню» — это мрачный комедийный триллер от режиссера Марка Майлода, который отправляет зрителей в дикое путешествие в мир ценителей изысканных блюд. Расположенный на уединенном острове, ресторан гениального шеф-повара Словика принимает только самых уникальных гостей и предлагает блюда, которые в том числе являются концептуальным искусством. Хоторн — воплощение высокой кухни и эксклюзивности. Ужин в нем стоит невероятных денег, а приглашение достать почти невозможно. И в один из таких приемов в ресторане собираются самые важные гости, каждый из которых, кажется, обладает своими темными тайнами. И по мере того, как вечер продолжается, ужин становится все более зловещим, и то, что начиналось как концептуальная кухня, приводит к ужасающим событиям. В фильме задействован потрясающий талантливый актерский состав, из которого, естественно, выделяются Рэй Файнс, Аня Тейлор-Джой и Николас Холт. Визуально фильм представляет собой пиршество для глаз с прекрасной кинематографией, передающей мастерство кухни и роскошь блюд. Саундтрек дополняет общее впечатление. Сочетание мрачного юмора, напряженного сюжета и ужасающе изобретательных сцен делает фильм одной из лучших премьер в жанре за последнее время. В целом, если вы хотите посмотреть мрачный комедийный триллер с кулинарным уклоном, «Меню» — отличный выбор. Лично я остался от него в восторге. 6 января вышел техно-хоррор «Меган», творение изобретательного разума Джеймса Вана и студии Blumhouse, которые некогда подарили нам одни из крупнейших франшиз ужасов последних десятилетий, такие как «Пила», «Астрал» и «Паранормальное явление». И «Меган», малюсенький спойлер, в силу своей концовки тоже грозит стать франшизой. Десятилетняя Кэдди вместе с папой и мамой попадают в автоаварию. Родители погибают, а девочку на временную опеку отдают ее тете Джемме. Джемма — гениальный робототехник, работающий инженером в компании по производству игрушек. Девушка способна создать практически что угодно, были бы время и ресурсы. Отчаянно желая помочь своей племяннице пережить горе, она дорабатывает свой экспериментальный проект «Меган» — реалистичную куклу с искусственным интеллектом, запрограммированную на то, чтобы стать лучшим другом ребенка. Предполагалось, что она будет лишь прототипом, но когда Джемма берет Меган домой, чтобы испытать ее травмированная племянница внезапно снова становится счастливой, и по мере развития их отношений Меган становится все более разумной и жуткой, поскольку одна из ее главных обязанностей — защищать физическое и моральное здоровье девочки, любовь и забота искусственного интеллекта могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям. «Черная пантера. Ваканда навеки» — долгожданный супергеройский фильм, действие которого происходит в кинематографической вселенной Марвел. Фильм Райана Куглера продолжает события оригинальной «Черной пантеры» и рассказывает о том, что после смерти почитаемого и любимого короля Чалы Ваканда пребывает в трауре. Согласно синопсису, мировые державы, зная об уникальных ресурсах, используют момент для внешнего вмешательства, не оставляя Ваканде иного выбора, кроме как защищаться. Королева Рамонда, Шури и Наки объединяют свои силы для защиты нации, и Ваканда прокладывает новый путь вперед, чтя наследие Черной пантеры. У нового фильма хороший актерский ансамбль, отличные визуальные эффекты и захватывающий экшен, а трогательные моменты и эмоциональные сцены добавляют глубину сюжету. Изображение культуры и внимание к деталям при создании правдоподобного мира также произведут впечатление на поклонников кинокомикс. В целом, «Черная пантера. Ваканда навеки» — это захватывающее дополнение и яркое завершение 4-й фазы MCU, достойное продолжение оригинального фильма. «Когда ты закончишь спасать мир». Картина основана на одноименной аудиодраме Джесси Айзенберга, которого большая часть зрителей наверняка лучше всего знает по роли Коламбуса из «Добро пожаловать в Зомбиленд». Джесси, кстати, и выступил режиссером, выбрав собственную историю для дебюта. В центре сюжета мать и сын в исполнении Джулианы Мур и Финна Вулфхарда, и отношения между ними не самые лучшие. Для Эвелин ее сын не главное в жизни, которую она посвятила помощи тем, кто попал в трудные ситуации. Большую часть своего времени Эвелин проводит в центре помощи жертвам домашнего насилия, а ее сын, прославившийся в интернет, живет совершенно иначе. И как бы они ни старались, эти двое просто не могут найти общий язык. «Когда ты закончишь спасать мир» — это душевный, комедийно-драматический фильм, посвященный темам семьи, ответственности и поиска себя. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!